На базе Sisson Transportation мы изначально, когда туда заехали, начали технику ставить немножко неправильно. Из-за этого, когда водители приезжают, там обслуживаются, еще что-то, появляются очереди, и водители просто стоят на дороге. На дороге перекрывая там другим бизнесам въезд. Мы вчера целый день потратили на то, чтобы переставить технику правильно, трейлера, траки поставить так, чтобы они не мешались. И я разделил чужие трейлера со своими трейлерами. То есть мы разделили, получилось, что в одну сторону я сдвинул все клиентские трейлера, а в другую сторону только свои трейлера. Вот. И таким образом, после этих всех перестановок появилось много места свободного. То есть водитель может ночью, если приехать на сервис, он может спокойно спать, не перегораживать там дорогу никому, отдыхать там и ждать утра, когда его обслужат. Короче, сейчас доеду, покажу вам, что получилось. Я точно не подсчитывал, но на базе примерно около 10 чужих траков стоит. То есть как они появились? Это кто-то позвонил когда-то к нам на сервис и сказал, что там у меня сломалось там то-то, то-то, попробуйте починить. Трак приезжает, в итоге мы понимаем, что там коробка легла, либо мотор лежит, либо мост лежит. А там ремонт и всегда там, либо замена целиком. Это всегда 10-15 тысяч. И мы говорим сумму, клиент, естественно, отказывается, не знает, что делать. Вот. И таким образом там скопилось, мне кажется, около 10 траков и, наверное, около 10 трейлеров. То есть трейлера тоже разбитые, гнутые, кривые, после аварий. Там, короче, полный пипец. И это все чужое, это все не мое. И все это стоит на моей базе, занимает место. И сейчас мы будем заниматься, искать всех этих хозяев этой техники и обзванивать их, чтобы они забирали все это, потому что, реально мозолит глаза, просто так стоит месяцами и никакого движения нет. Вот, то есть столкнулись с новой проблемой, что нужно очистить от хлама всю нашу территорию. И, да, это хлам. Вроде бы новые траки, да, ломаются, но когда они ломаются, все, что с ними делать дальше? Вот, и вот это все стоит сейчас у нас. Надо это все вывозить куда-то, чтобы люди эти забирали эту технику, потому что мне это максимально не нравится, что вся база заставлена какой-то чужой техникой. Сегодня воскресенье, полный full repack делаем 22-му, а небольшие работы по трейлеру 38. Вот он ряд, вот это все, кроме двух машин, не мое. Вот это все не мое, все чужое. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 чужих машин. Там еще сзади одна стоит. Сейчас территорию ШАПа поделили на две части. Та часть дальняя — это клиенты. И вот эта часть, серединка, это мои трейлера. Здесь получается 7 трейлеров у меня есть, которые часть из них идут на продажу. Они выкупленные, уже тайтл получил на руках. То есть, если, кстати, вам нужен какой-то трейлер, обращайтесь. У меня есть трейлера выкупленные, могу продать. Вот эта часть, вот отсюда, это часть временного ожидания. Здесь водители могут отдохнуть, поспать, остановиться. Там в очереди на техобслуживании стоят. Вот это сейчас мы отпускаем. РЭМ 37 с опоршинами на 40 тысяч. Он уезжает. Здесь у нас КС-6 новый. ТО полностью трака трейлера. Он в очереди. Сейчас он будет делать круг и заезжать к нам на базу. А вот это уже все клиенты идут. Это уже клиенты. И вот там примерно 7 либо 8 трейлеров. Это все клиентские. Кто это здесь? Не бойся, я ухожу. Ребят, заехал трак КС-9, это предпоследний трак, который я купил. Номера Porsche, под CDL полностью, есть ифта. Трейлер 53 фита плюс 3 экстеншены. Сейчас делаем обычное ТО и уезжает дальше. Сейчас будет груз $3 миля у этого трейлера, за счет длины 53 фита и 3 фита экстеншены. Трейлер новый, трак новый, еще даже номера не успели получить. На этом пикап-траке буду делать сегодня возврат товара в Форду. Сзади салон забит запчастями с Форда. И это юзанные калиперы. За возвращение калиперов
дают скидку на новые калиперы. По сервису сейчас запчастей находится примерно на 2-3 недели вперед. У нас полная бочка масла, у нас есть фильтра все на рэм, фильтра все на Ford. У нас есть калиперы на Ford, там калиперы на рэм, диски на Ford. У нас есть тормоза, рессоры, эквалайзеры. И у нас есть около 60 колес. По идее 2-3 недели сейчас будет сервис жить уже автономно, без поставок запчастей. Делаю на Форде возврат запчастей, которые мы не использовали. Будущее. 2024 год. Клиент привез трак на ремонт. Ford. Но в душе он рэм. Молодец. Правильно сделал. Утро понедельника. Один клиент с цепкой заехал на обслуживание. И один мой трак, 36-й. Поменяли колодки, обслужили масло. Сейчас еще будем трейлер варить на улице. Масло закачиваем. Привезли металл, чтобы сделать экстеншены. Чтобы вы понимали масштаб. Трак клиента, трак клиента, трак синий клиента, клиента. Там белый клиента, вот этот белый мой, и там в конце белый мой. То есть моих тут 2 трака, все остальное это клиенты. Приехал трак с 19-й, старичок наш бодро бегает. Делаем ему ТО, меняем лабаш. Как-то так получилось, что лабаш разбит. Резина как новая, трейлер 27-й. Смотрите на скорость. Ну, грубо говоря, едем 90 миль в час. Левый ряд, Чикаго, а люди едут на работу. Я так смотрю на спидометр, 90, 100, 90, 100 миль в час едут все в левом ряду. То есть это значит, люди спешат на работу со скоростью примерно 140 км в час, а то и 150. Вы представляете, как все хотят попасть в Америке на работу? И самое интересное, нету ментов, нету камер. Все вот едут в потоке на такой приличной скорости. Поставка металла. Будем варить экстеншены. Сегодня привезли металл. Получается 3 части металла. То, что вы видите. Еще есть 2 такие же части металла, которые привозили за 1 неделю в шап, чтобы варить экстеншены. Сегодня будем заниматься. О, F-150 Lightning. Нравится мне эта машина, электрический F-150. Значит, экстеншены для чего нужны? Для того, чтобы у ребят был больше кросс. И также плюс для клиентов. Поэтому если у вас есть необходимость в экстеншенах, можем продать с установкой без. Можете написать мне смс-ку на номер. На сервис приехал клиент, просит поставить бэт на рэм. Сейчас будем снимать 5-е колесо, подкрылки. У меня 14-й трак сломался. Привезли на базу его. Смотрите, мистика. Дворники сами по себе живут. Каждые 10 секунд чуть-чуть делают маленькое движение. Никого нет здесь. Даже закрыто все. Вот так вот. Мистика. Сегодня веселая ночка. 23-й приехал на ТО. 16-й трак на ТО. И 26-й трак на ТО. Сейчас на сервисе находится трак КС-7. Один из самых новых траков моих. Ездит он с лебедочкой, передние экстеншены, задние экстеншены, короче, по максимуму. Ну и, конечно же, трак оформлен под CDL, а Porsche номера. По запчастям запас на 2 недели вперед. Гаечки, болтики, все есть.
Тормоза левые, правые, разных брендов, барабаны, эквалайзеры, оси, все это есть. Резина есть, около 40, нет, меньше, ну короче тут где-то 30-35 колес. У трейлера по европейскому сделаны габариты. Такое не встретишь в Америке. Сейчас темнеет рано, сделали освещение с двух сторон шапа, то есть на выезде площадка освещена, и с той стороны тоже площадка освещена. Заехал КС-9, здесь на трейлере вес 20 тысяч, а поршень номера на 40 тысяч. Короче, все подработано CDL с ифтой. Обули новую резину Hankook на зиму, мягенькая. И дали дорогу, добавку для дизеля, добавку для дефа, домкрат и 4 стрепы новые. Sisum Transportation доверяет Cybertruck. Прикольно, я не замечал раньше этого. Что-то, может, тут еще ночью появляется на Cybertruck'е. Не, больше ничего нет. На камере еще пленочка. И здесь тоже все чистенькое, новенькое. Подвеска пневмо спереди. Сзади ничего нет. Вообще нет доступа. Тоже пневмо. Рычаг. Такой монолитный какой-то. Это у нас 35-й трак. Здесь только просто ТО. Он дальше едет на загрузку. И вперед с песней. Сегодня суббота, 2 трака приехали на ТО, 31 и 17. РЭМ КС-37, ифта. Трак ездит кост-то-кост на 40 тысяч. Есть опоршены. Трейлер 50 плюс 3. 2 запаски в дорогу. Сейчас выезжает в рейс. Все, 37-й выезжает. И вот смотрите, мы когда порядок здесь навели, получается вот эта зона, тут 3 трака могут здесь стоять, 3 трака там могут стоять. То есть 6 траков могут находиться в ожидании, там отдых, сервис, то все, это 10-е. То есть вот у нас территория вся вот эта освободилась, чего не было раньше. Это прям наша гордость. И здесь у нас есть подъезд. Это машины клиентские, мы их уберем скоро. Здесь у нас уже есть подъезд, если у нас тяжелая сварка по трейлеру, тяжелые работы. Мы хвостом задом заезжаем сюда, открываем ворота. Сейчас покажу, у нас тут куча сварочного оборудования. Закрыто. Надо обходить с другой стороны, молодцы. Сегодня воскресенье. У нас куча сварочного оборудования, и за вот этой стенкой у нас сварочный стол стоит. Здесь уже вот 2 готовых экстеншена стоит, только без света еще. Вот. И здесь у нас будет стоять на обслуживание, на сварке какой-нибудь трейлер, который надо будет варить. А вот это все чужое. Чужой трак еще один. Чужие трейлера, которые, надеюсь, клиенты заберут и освободят место. Тоже вот новый трейлер клиентский, тут рама кривая. Он таким приехал, клиент от него отказался. Тут вот видно, если с той стороны под углом смотреть. У нас на базе есть 10 осей, вот 5 и 5. А если у нас подшипник срезает, то ось меняем целиком на новую. Я очень рад, как мы почистили территорию с ребятами. У нас получилось вот этот ряд, это весь ряд для клиентов. Тут есть парочку моих траков. 10-й мы сейчас морду собираем, он после аварии. И все это в ряд прям стоит, шикарно, никому не мешает. А здесь могут парковать механики свои машины, либо вот тоже водитель приехал, удар был в правое колесо. Сейчас будем делать алайнмент КС-20. Вот. И вот эта вся площадка у нас свободна. То есть сюда можно спокойно заехать на траке с трейлером, задом. Шикарно. Мне очень нравится, как территория очистилась. Сейчас все аккуратненько.
38-й трейлер. Водитель поехал по делам в Чикаго, отцепился. Трейлер 53 фита. Здесь есть передние экстеншены. Собственного, кстати, производства. Перед мы поставили. Это как раз когда таких кабанов возишь, вылезает 3 кабана. И здесь можно хорошие деньги заработать. И вот задние экстеншены. То есть откидываешь, ставишь в третью машину легко и работаешь. Я хочу купить форклифт для того, чтобы возить трейлера, чтобы каждый раз не цеплять трак, чтобы перевести трейлер, я буду покупать форклифт. Если у вас есть хороший форклифт в Чикаго, который может ездить по гравийной дороге, дайте знать, напишите сообщение. В общем, нужен какой-то недорогой форклифт, чтобы тут перемещать технику, потому что каждый раз цеплять трак за трейлер — это неудобно, это долго, муторно. Лучше пользоваться форклифтом. Сзади шапы находится трейлер, это наследство от предыдущего арендатора. К сожалению, они не смогли забрать этот трейлер и сказали: делайте с ним что хотите, парни. Нам он тоже не нужен. Вот так вот бывает, да, в бизнесе. То есть ребята оставили трейлер, который вообще разбитый был, там кривая рама, там все подряд, короче. Сейчас этот трейлер мой сварщик будет разваривать, как сказать, разрезать, короче, будет разрезать. Причем придется очень много денег потратить на газ, придется очень много денег потратить на эквипмент, чтобы его разрезать и отсюда убрать. Потому что я хочу всю сзади территорию, вот это все, что сзади, я хочу ее очистить и привести в порядок. То есть, чтобы очистить, надо вот это все разрезать. Мне изначально его предложили купить за $500 вроде. Я сказал: парни, забирайте. В итоге вот он остался здесь. И вот придется его сейчас разбирать самим, потому что его даже не вывести, его только резать. Она вернулась. Сел в машину с утра, поехал, и вот муха начала летать в машине. Муха, давай, отсюда бегом. Тебе пора лететь. Жалко ее. Ой, ты куда упала? Установка бесконтактного чарджера. Намазал клеем, должно приклеиться, и потом будет нормально держать телефон.